Всем привет! Вы на канале Дело мастера боится. В этом видео я расскажу о том, как поменять подшипники на стиральной машине Samsung. В прошлом видео я показывал, кто видео, как достать правильно барабан стиральный из машины. В этом видео будем менять подшипники. Подшипники у нас износились, это видно по большому люфту, по треску. Крутится с рывками барабан. Так что пора их менять. Я купил сальник и два подшипника итальянского производства. Теперь необходимо их установить на этот бак, чтобы он хорошо работал. Итак, начнем работу. Нам понадобится набор ключей и желание работать. Приступим. Сначала снимаем шкив привода барабана. Для этого понадобится ключ на 17. Придерживая шкив, откручиваем против часовой стрелки болт. После этого шкив легко снимается с барабана, со шкива с оси барабана. Все, теперь мы имеем доступ к подшипникам. Следующим этапом будет разборка бака барабана. Для этого берем маркер и помечаем местоположение бака одной части и второй. Это нужно будет нам для того, чтобы в дальнейшем не запутаться в его положении. После этого берем на 10 накидную головку и начинаем по очереди раскручивать болты барабана. Итак, в общей сложности получилось 14 болтов, которые мы выкрутили из корпуса барабана. Теперь разъединяем половинки барабана. Слегка потянув за верхнюю часть, снимаем ее. Вот такой барабан внутри. После этого вынимаем барабан из бака. Вот такая картина перед нами. Вот задняя часть барабана. Мы видим, что подшипник внутренний полностью рассыпался. Вынимаем сальник старый с помощью отвертки плоской и доберемся туда к подшипнику. Этот сальник уже рассыпался, поэтому с помощью плоскогубца достанем его из своего гнезда, потому что он уже стоит неподвижно. Он пошел потихонечку. Здесь вот видно запчасти, пружинка сальника и части от подшипника, который рассыпался.
Также куча шариков лежит там. И целый склад. Постараемся достать сальник. Вот он. Сальник имеет такой неприглядный вид. Весь рассыпанный. Удивительно, как еще вода не бежала. Теперь с помощью рук можно, пальцев, достать части подшипника, который рассыпался. Удивительно, как еще машинка работала на одном подшипнике. Внутренняя втулка и куча шариков, которые пригодятся для рогатки. Теперь необходимо выбить старый подшипник со своего гнезда, аккуратно, чтобы не повредить посадочное место. Для того, чтобы достать старые подшипники обоймы, используем ту же смазку глубокую ВД-40 или любую другую, у меня Манол, и брызгаем на посадочное место подшипника с одной и с другой стороны. Вот так. Подшипники можно доставать с помощью специального инструмента для выпрессовки или мощной отверткой, потихонечку выбивая его на противоположную сторону. Подкладываем две доски под низ, ложим сверху барабан и, взяв большую отвертку, аккуратненько бьем по наружной части наружного подшипника. Вот он потихонечку выходит из своего гнезда. Можно еще предварительно сбрызнуть маслом. Вот один подшипник вышел у нас. Он имеет такую форму. В принципе, довольно еще неплохой, но уже заедают в нем шарики. Здесь нужно следить, чтобы тен не был на полу, потому что он может сломаться. Поэтому на уровне тена нужно подложить подкладку в виде досточки. И делаем то же самое с другой стороны. Ну вот, обойма подшипника выбита. Очень плотно был посажен. Долго с ним помучился, но все-таки победил. Теперь необходимо почистить хорошо посадочные места подшипников и начать запрессовывать новые подшипники. С помощью мелкой наждачной бумаги, единички, почищаем посадочное место от зазубрин, которые мы сделали, когда побивали подшипник старый. Теперь с помощью смазочки ВД хорошо почистить посадочное место, и можно приступить к запрессовке подшипника. Здесь
местоположение его может быть или так, или это. Здесь нет, у него четкой направленности. Берем подшипник и начинаем его потихонечку утапливать. Слегка можно постучать, используя старую оправку. Также я использую специальную шайбу по диаметру подшипника, которой можно запрессовать его. Берем шайбу и прикладываем его к подшипнику с помощью подручных средств. У меня длинный болт есть. С помощью такого нехитрого приспособления запрессовываем подшипник на свое место. Потому что он боится ударов. И удары для него могут быть просто смертельные, если будем его бить сильно. Смазываем посадочное место литолом тоненьким слоем. И начинаем его запрессовывать. Вначале можно его просто чуть-чуть подровнять, для того, чтобы он встал в свой паз. Вот, он сел без перекосов. Теперь осталось почистить бак. Здесь есть стен, который имеет керамическое покрытие, поэтому желательно его не поцарапать. Поэтому я возьму щетку зубную и слегка прочищу от накипи. А также важно очень уплотнительное кольцо почистить, чтобы там не было никаких остатков отложений. С помощью герметика также промазываем рабочее посадочное гнездо сальника, потому что оно уже выработано и есть риск, что будет поступать вода в подшипник, и он выйдет рано со строя. Здесь герметик лишним не будет, помимо того, что мы намазали герметик внутрь сальника для оси. Теперь садим на место сальник аккуратненько, чтобы он встал на свое место. На задней части барабана тоже немало мусора, который необходимо счистить, и шкив барабана также почистить хорошо от ржавчины и всякой грязи. И здесь тоже необходимо место, где соприкасается сальник с нашим шкивом, промазать герметиком. Это не будет лишним, помимо того, что мы намазали внутри сальника. Можно смело ставить барабан в бак машины. Аккуратно опускаем бак. Смотрим, что шкив попал на свое место. И плавно садим до упора. Вот крутится барабан без западаний и стуков. Теперь осталось прикрутить на свое место колесо.
затянув болт до упора. Проверяем вращение. Вращается без заклиниваний. Теперь после этого можно приступить к установке верхней крышки бака на место. Перед установкой верхней крышки я бы советовал хорошо протереть резиновый стык и использовать герметик санитарный силиконовый для того, чтобы улучшить герметизацию бака и не было протечки. Для резины силиконовый герметик не агрессивен. Можно смело накрывать крышку верхнюю и при этом совместим метки, которые мы ставили друг с другом. Вот наша метка. Значит, должно быть вот так. Аккуратненько поправить, чтобы верхняя крышка села на свое место. После этого берем болты, которыми был скручен бак, и скручиваем по периметру. Ну вот, замена подшипников на барабане машинки Samsung уже произведена. Вы все видели, как я менял эти подшипники. Теперь осталось барабан установить в машину. Это уже будет следующее видео по сборке и разборке стиральной машины Samsung. Поэтому пишите свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. До новых встреч. Всем пока.